Now we start with the study of the emotional nature. Теперь мы начнем изучать эмоциональную природу. We have, to some extent, we have known about emotion, but here we learn more about emotion. Мы уже в некоторой степени узнали об эмоциях, но сейчас мы о них узнаем больше. So emotion is the result of Эмоции – это результат the interaction взаимодействия between feeling and thought. Feeling между чувством и мыслью. and thought. Между чувствами и мыслями. Чувством и мыслью. So it is an interaction between these two. Вот это вот взаимодействие между этими двумя. Which forms emotion. И оно формирует эмоцию. Чувство, мысль, получается эмоция. So emotion is the result of this interplay between these two. This we have to always remember. Эмоция – это результат вот игры между чувствами и мыслями. Чувством и мыслью. The emotional nature, Эмоциональная природа, it enters the consciousness она входит в сознание in the form of в форме feelings, desires, вот в виде чувств, желаний, impulses, импульсов, wishes, ну вот желания, в первом случае страсти. aspirations, Устремления. and ambitions. И амбиции. So, a peculiar combination of these, it constitutes the pattern of emotion of a person. И вот определенное сочетание вот этого всего, оно составляет определенный паттерн эмоций. Each person has an emotional pattern. У каждого человека имеется эмоциональный
паттерны. So the pattern of a person depends upon the blending of these things in different combinations. Ну и вот эмоциональное поведение, оно зависит от комбинаций различных сочетаний вот этих вот перечисленных вещей. In the higher aspect, вот на высшем аспекте the emotional nature is governed by love. А эмоциональная природа, она управляется любовью. В своем высшем аспекте эмоциональная природа управляется любовью. So emotion is governed by love and idealism. В общем, любовь и идеализм, они управляют эмоцией. Это в высшем аспекте. That is in the higher aspect. Это высший аспект. Then in the lower aspect, в низшем аспекте it is governed by selfish desire, в низшем аспекте эмоции управляются эгоистичными желаниями или страстями. fear, Страхом, and sex attraction. и сексуальным привлечением. Сексуальным привлечением. So, on one side it is governed by love and idealism, that is on the higher side. And the lower side, these are the factors which govern emotion. So emotion, we have to see on which side it is governed by. Поэтому нужно смотреть, с какой стороны управляются эмоции, оттуда или отсюда. So, when you put the emotion in a right place, Вот когда мы помещаем эмоции в правильное место, it has a real value. тогда они имеют настоящую ценность And it has a purpose. и имеют предназначение. And also it has usefulness. И имеют применение, то есть они это самое полезное, пользу. The emotion becomes undesirable Эмоция становится нежелаемой, нежелательной, when it is когда it is not under our control. Когда она не под нашим контролем. When we have no control over emotion, then it is undesirable. Вот когда мы не имеем контроля над своей эмоцией, тогда она нежелательная. And also, when we give overemphasis, then also it is undesirable.
или когда мы придаем ей слишком большое значение. Это тоже нежелательно. And also when we make overestimation, Или когда мы ее переоцениваем. Then also it is undesirable. Тогда она тоже нежелательная. And when misused, it is undesirable. И когда неправильно используется, тоже нежелательно. And sometimes we make a wrong understanding or a mistake by thinking that it is a substitute for other forms of divine expression. Divine expression. И иногда мы находимся в заблуждении от того, что мы принимаем эмоции за какие-то выражения, за божественное выражение. That is where also many people make a mistake, because they use their emotion and this they try to make as a substitute of divine expression. Потому что Divine в таком expression. случае как бы эмоции используются как подмена для божественного выражения. When this happens, Когда это происходит, then the emotion produces тогда эмоции производятся, very harmful effect. Производят очень вредный эффект. Приносит большой вред. And then it leads the individual into the world of glamour and illusion. И приводит в мир гламура и иллюзий. That is very difficult thing. Это очень сложно, очень непросто. For example, when we are now studying these subjects, Например, когда сейчас мы изучаем этот предмет, then when you make an appreciation, вот, когда вы выражаете благодарность, то, что вы цените это, then if I feel that и тогда, если я чувствую, I am the messenger to give all these things, I am a messenger for you, что я являюсь посланником, and I am responsible to elevate all of you like this, я ответственен за то, чтобы вас всех поднять. then what happens is that Тогда что происходит? I feel all this is my divine gestures.
Я чувствую, что это все мои божественные, что там сказать? Что это мои духовные достижения. Then definitely I will fall into glamour. Тогда совершенно определенно я впаду в гламур, в иллюзии. And then I start to live in an illusion. I will start to live in illusion. И я начну жить в иллюзиях. That I was sent as a messenger of God. Что я был послан как посланник Бога. As far as I remember that, Но до тех пор, пока я помню, что I am also given an opportunity что мне тоже дается возможность to study this along with all of you, изучать это вместе со всеми вами, to make a progress. Для того, чтобы самому развиваться. Then it is okay. Otherwise, I will fall into. Тогда все нормально, а в другом случае я вот могу впасть в иллюзию. Because emotion, because when you mostly dwell in the emotion, then it is constantly you have to keep it under control. Otherwise, you will slip away into these things. Поэтому нужно постоянно вот сохранять контроль, иначе можно сползти вот туда вот в эмоции. At any step, на любой ступени we can fall into physical level and physical attractions and all these мы things. можем упасть на физический уровень и физическое привлечение, притяжение. It is just like how people get into physical attraction, and this they call love. Это точно так же, как у людей возникает физическое привлечение и притяжение, и они это называют любовью. Love is divine, but любовь, она это самое божественна. But this is emotion. That it is not love which brings you only in the physical attraction, and you are trapped in form aspect. Но это вовсе не физическое привлечение, когда мы захвачены аспектом формы. When there is attraction and afterwards there will be a repulsion, because these are the always they are called pairs of opposites. Всегда там, где есть привлечение, притяжение, всегда есть и отталкивание. Это закон, они всегда идут вместе. With the majority of the individuals, и у большинства людей the feeling nature is powerful. Вот чувственная природа, она сильна. And it becomes stronger than the mind. И она становится сильнее, чем ум. Therefore, it is no more under the control and direction of the mind. И поэтому она больше не под контролем и не под управлением ума. And this is because это из-за того, inherently, that means inside themselves, потому что внутри них in their motives, в их мотивов,
то, что их мотивирует, движет ими. So in their motivation is Их мотивация controlled by their emotion. она контролируется эмоциями. So we have to always И поэтому мы должны всегда keep observing наблюдать, whether our motivation is governed by emotion or governed by mind free of emotion. наблюдать, следить, управляется ли наша мотивация эмоциями или умом. So this emotion plays its role and governs. И вот эмоция, она играет свою роль. Yeah. So it is this governs this motivation. Вот она эмоции управляет мотивацией. Reaction. Реакции. And activities. И деятельностью. Attitudes. Отношениями. And all this makes them identified. All these when because all these are governed by emotion, and therefore it makes them identified. Поскольку все это управляется эмоциями, то это заставляет их отождествляться, with what they feel. С тем, что они чувствуют, то есть люди чувствуют. In every personal matter and in every relationship. В каждом случае, в каждых отношениях. So the emotions, вот эмоции, they make most difficult and disturbing element in a human life. Они вносят самые трудные, самые разрушительные элементы в жизни человека. Because constantly it creates a big turmoil. Потому что постоянно они создают большой ураган In the life of the individual. В жизни человека. So constantly he will be in a state of turmoil because all this is governed by emotion. То есть он постоянно будет пребывать в состоянии урагана из-за воздействия эмоций. So therefore, и вот потому they live always restless.
Они, люди, постоянно неутомимы, постоянно беспокойны. And unstable. И нестабильны. Like the water of the sea, ocean. You see, always you find waves and waves. В море, а все время волны. So never you can find the water of this ocean stable, because always with waves and turmoil and all this you can see. То есть никогда там нет спокойной воды, всегда волны, всегда ураганы, всегда оно волнуется море. The difference between man and woman is only external. Разница между мужчиной и женщиной только внешняя. For a soul, there is nothing like woman's soul and man's soul. Для души нету ни мужской души, ни женской души. It makes no difference. Для души нету разницы. Only nature created this external difference for its own work. Это только природа создала это внешнее различие для ее собственной работы. So, according to the plan of nature, и вот в соответствии с планом природы we may attain woman body in one birth and a male body in another birth, depending upon the training which is given to be given to us. Да, и вот в соответствии с этим мы можем родиться в женском теле в одном рождении, в мужском теле в другом рождении, в зависимости от того, что нам надо проработать. If we can realize this, А если мы можем это понять, then it is easier for us to keep above this and use this for a better purpose. тогда нам гораздо легче быть над всем этим и использовать это по предназначению. Few individuals are there who do not pass majority of their life, who do not part, who cannot divide, distinguish between the two poles, happiness, unhappiness, like this. Ага, и вот только немногие люди, они не различают эти два полюса счастья и несчастья. Не разделяют жизнь на эти полюсы. Да, не подвержены влиянию внешних факторов. Удовлетворение satisfaction and dissatisfaction. И неудовлетворенность, удовлетворенность и неудовлетворенность. Хорошо. Извиняюсь. Спасибо, понял. Courage and fear. Смелость и страх. Нормально? Assurance and doubt. Уверенность и сомнение. So majority of